Сегодня мы рассмотрим мудрость царя Соломона и учение наших мудрецов на одну из самых важных тем в жизни – как достойно зарабатывать на жизнь и, если возможно, разбогатеть. Мы поговорим о том, как достичь успеха, избежать ошибок на этом пути и сбалансировать естественные усилия с духовной работой. Также мы обсудим, как следует относиться к деньгам, заработку и почету. Царь Соломон говорит в Мишлей, притчи 10:22: «Благословение Господа оно обогащает и печали с собой не приносит». Этот стих показывает, что, хотя человек может достичь финансового успеха, бывают случаи, когда он сопровождается большим горем. Аналогично в Теилим сказано: «Если Господь не строит дом, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет город, напрасно бодрствует страж. Напрасно вам рано вставать и поздно ложиться, есть хлеб, добытый с печалью». Соломон говорит о хлебе, добытом с печалью, о заработке, который сопровождается стрессом и горечью. Некоторые люди работают, не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера, преследуя богатство в ущерб своему душевному спокойствию, здоровью и отношениям. Есть известная история о богатом человеке в США, которому исполнилось 70 лет. На праздновании его дня рождения в кругу семьи внуки спросили его совета. Он сказал: «Мой совет – не повторяйте мою ошибку. В первой половине своей жизни я тратил здоровье ради денег, а во второй половине – деньги ради здоровья». Молодые и амбициозные люди часто стремятся к высоким достижениям, но при этом вредят себе. Важно помнить, что деньги – это инструмент, а не цель. Деньги предназначены для того, чтобы помочь нам жить хорошо и комфортно, но не для того, чтобы становиться источником постоянного стресса и страданий. Мудрый человек понимает этот баланс. Есть много случаев, когда люди добиваются финансового успеха, но их личная жизнь и отношения страдают. Я слышал от женщин, которые говорили: «Мой муж стал успешным, но он забыл о нашем существовании. Его заботили только работа и бизнес. А теперь, когда он вдруг вспомнил обо мне, я уже ничего к нему не чувствую». По-настоящему мудрый человек видит возможные проблемы заранее и принимает меры, чтобы их избежать. Как говорят наши мудрецы: «Кто мудр? Тот, кто видит будущее». Стремление к богатству само по себе не является злом, но оно не должно становиться причиной потери здоровья, семьи или духовной жизни. Главная цель – это сбалансированная и полноценная жизнь. Давайте рассмотрим несколько практических советов, как с точки зрения естественных усилий, так и духовного руководства, как правильно подходить к теме заработка и богатства. Когда молодой человек выбирает карьерный путь, важно уделить время и сделать осознанный выбор. Я часто советую молодым людям подарить себе уникальную возможность посвятить время изучению Торы в ешиве. Даже несколько месяцев могут дать неоценимые навыки, такие как изучение Гемары, Талмуда и еврейских законов, и развитие личных качеств. Эта основа помогает в жизни принимать взвешенные решения. Для тех, кто учился в школах с углубленным изучением Торы, обычно уже есть значительный багаж знаний по Хумашу, Библии, Мишне и Гемаре. Однако для тех, кто посещал светские школы, возможность получить эту основу может прийти позже в жизни. Когда такие люди осознают свою еврейскую идентичность и богатство Торы, даже короткий период обучения в ешиве может быть преобразующим. Это похоже на то, как люди берут отпуск для профессиональных курсов или обучения, чтобы улучшить свои карьерные перспективы. Здесь тоже вложение времени в духовный рост дает результаты на всю жизнь. Эти месяцы изучения Торы формируют не только подход к карьере, но и способность строить осмысленную и гармоничную жизнь. Помните, деньги – это инструмент, а главная цель – это жизнь, наполненная миром, смыслом и связью с собой, своей семьей и Творцом.
Когда молодой человек или девушка ищут профессию или способ заработка, на что следует ориентироваться? Существует множество вариантов, и важно найти правильный баланс. С практической точки зрения, лучший выбор – это работа, которая соответствует двум основным критериям. Вам нравится ею заниматься, и на нее есть спрос. Любить свою работу означает, что даже если бы вам за нее не платили, вы все равно с удовольствием занимались бы ею, потому что она приносит радость вашему сердцу. Например, есть люди, которые любят работать с молодежью, помогать тем, кто сталкивается с трудностями или находится в группе риска. Другие увлечены искусством. Важно найти то, что вы любите, то, что заставляет вас сказать: «Даже без зарплаты я бы этим занимался, просто мне нужно зарабатывать на жизнь». С другой стороны, если просто гнаться за профессией, на которую есть высокий спрос, но которая вам не по душе, это может привести к разочарованию. Например, кто-то слышит, что инженеры-электрики или строители востребованы, но если им не нравится эта работа, они могут получить диплом, проработать год-два, а затем почувствовать глубокую неудовлетворенность. Им будет трудно вставать по утрам и находить смысл в том, что они делают. Поэтому нет смысла выбирать профессию, которая вам не близка. Этот принцип применим и в мире Торы. Например, кто-то обладает талантом и любовью к написанию свитков Торы, тфилин или мезузот. Если он получает от этого удовольствие и чувствует удовлетворение, ему стоит полностью посвятить себя этому делу. Другой человек может не любить сидеть на месте часами и предпочитает более активную работу. Третий может находить радость в помощи людям, например, работая консультантом по вопросам брака, содействуя миру в семьях и одновременно зарабатывая на жизнь. Мишна Брура поднимает интересный вопрос в комментарии к законам. Если человек работает в сфере, связанной с заповедью, мицвой, например, пишет тфилин или мезузот, считается ли это выполнением заповеди или просто способом заработка? Например, врач, который лечит других, или строитель, который строит дома в Израиле, обе эти профессии связаны с мицвами. Получает ли такой человек духовную награду, или это лишь источник дохода? Мишна Брура объясняет, что все зависит от намерения человека. Если его главная цель – выполнение заповеди, например, «Я пишу тфилин, потому что это мицва, хотя мне также нужно зарабатывать на жизнь», тогда он получит духовную награду в грядущем мире. Но если он думает только о заработке и не придает значения заповеди, его награда ограничивается только зарплатой. Это подчеркивает огромную силу намерения, когда духовность может значительно возвысить любую деятельность. При выборе профессии молодым людям стоит задуматься над двумя важными вопросами. Что я люблю делать, даже если мне за это не будут платить? Есть ли спрос на эту работу? Важно быть реалистами. Например, некоторые молодые люди увлечены музыкой и мечтают стать мировыми звездами. Хотя красивый голос – это дар, музыкальная индустрия очень конкурентна, и лишь немногим удается достичь долгосрочного успеха. Если вы любите музыку, рассматривайте ее как хобби, а не как основу для заработка. Иначе разочарование неизбежно, если мечты о славе не сбудутся. Многие, кто стремится к быстрой славе, будь то в музыке или в других сферах, обнаруживают, что популярность мимолетна. Они могут наслаждаться коротким периодом восхищения, но вскоре их заменяют новые таланты. Внешний блеск успеха часто быстро тускнеет, оставляя людей в пустоте. Напротив, те, кто посвящает себя значимым делам, таким как помощь другим или личностный рост, ценятся за свой вклад, а не за временные достижения. При выборе профессии ориентируйтесь на два ключевых аспекта. Найдите то, что вам нравится делать, даже без оплаты. Убедитесь, что на это есть спрос на рынке. Хотя эти два элемента не всегда идеально сочетаются, старайтесь объединить их насколько возможно. Выбирайте путь, который приносит удовлетворение и соответствует практическим требованиям, чтобы вы могли строить жизнь, наполненную смыслом и устойчивостью.
С усилиями, молитвой и правильным подходом к делу вы сможете найти занятие, которое обогатит вашу жизнь. При выборе работы или места трудоустройства важно учитывать не только практические, но и духовные аспекты. Даже если у человека уже есть профессия, и он выбирает между несколькими предложениями, духовные критерии должны быть частью решения. Приятна ли там атмосфера, этична ли среда, преобладает ли уважительный и доброжелательный тон, или же там господствуют сплетни, конфликты и недостойное поведение. К сожалению, некоторые рабочие места становятся причиной распада семей из-за искушений и неподобающих ситуаций. Мужчины и женщины на работе всегда должны помнить о необходимости соблюдать границы. Супруги должны поддерживать друг друга в этом вопросе. Если работа связана с коллективом из мужчин и женщин, нужно следить за тем, чтобы все взаимодействия оставались строго профессиональными. Даже с начальником или коллегами разговоры должны касаться только рабочих вопросов. Личные беседы, такие как «как дела?», «как обстоят дела дома?», следует избегать. Достаточно вежливо ответить «слава Богу, все хорошо», а затем вернуться к обсуждению работы. Личные разговоры могут привести к нежелательным ситуациям, поэтому лучше сосредоточиться только на профессиональных темах и сохранять ясные границы. Для работодателей крайне важно обеспечивать атмосферу скромности и порядочности на рабочем месте. В смешанных коллективах стоит предусмотреть отдельные пространства для мужчин и женщин. Такой подход не только поддерживает этичность, но и повышает продуктивность, так как сотрудники могут полностью сосредоточиться на работе без лишних отвлечений и напряжения. Еще один важный аспект, особенно для молодых людей, это накопление средств. Когда у человека начинают появляться доходы, возникает соблазн тратить их на ненужные вещи, но это большая ошибка. Если вы молоды и зарабатываете, экономьте каждую возможную копейку, тратьте только на самое необходимое и избегайте расточительства на такие вещи, как дорогие рестораны или частые поездки за границу. Многие в зрелом возрасте сожалеют о том, что не копили деньги, понимая, что могли бы вложить их в покупку жилья, вместо того, чтобы всю жизнь арендовать квартиры. Некоторые задаются вопросом, как, например, ультраортодоксальные евреи могут покупать жилье для своих детей. Ответ прост. С раннего возраста в их культуре прививается ценность экономии. Каждая копейка имеет значение, и хотя они тратят там, где это необходимо, они всегда отдают приоритет накоплениям, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность. Если вы накопили деньги и готовы их инвестировать, Талмуд дает вечный совет. В трактате Бава Меция сказано: человек всегда должен разделять свои активы на 3 части: треть в землю, треть в бизнес и треть в наличные средства. Комментарии объясняют, что у каждого из этих направлений есть свои преимущества. Если вы накопили деньги и хотите их инвестировать, не вкладывайте все в один проект. Диверсификация имеет решающее значение. Например, 1/3 в недвижимость. Купите дом или землю. Если у вас уже есть жилье, приобретите еще одну недвижимость для сдачи в аренду. 1/3 в бизнес или торговлю. Это может быть управление магазином или инвестиции в акции. Однако не стоит вкладывать все деньги в рискованные активы. 1/3 в наличные средства. Оставьте часть средств в ликвидной форме на случай чрезвычайных ситуаций или новых возможностей. При инвестировании, особенно в акции, нужно быть крайне осторожным. Мудрецы учат: если стремишься схватить слишком много, не получишь ничего. Хотя некоторые зарабатывают значительные суммы, можно также потерять все в одно мгновение. Никогда не рискуйте деньгами, которые необходимы для жизни. Высокорискованные вложения возможны только с избыточными средствами, которые вы готовы потерять. Избегайте брать кредиты на спекулятивные проекты. Многие брали займы для открытия бизнеса, но когда дело проваливалось,
оставались только с долгами. Рискуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять, и всегда подходите к инвестициям с расчетом и осторожностью. Наши мудрецы учат нас сбалансированному подходу к управлению финансами. Треть своих средств вкладывать в недвижимость, треть в торговлю и треть оставлять в наличных. Последняя часть, как объясняют мудрецы, важна, потому что наличие денежных средств позволяет справляться с внезапными и непредвиденными расходами. Проще говоря, не оставляйте себя без денег, чтобы в случае необходимости вы могли быстро решить проблему. Этот принцип относится к среднестатистическому человеку. Тем, кто обладает большими финансовыми возможностями, можно подумать о диверсификации своих активов. В нашем современном мире, где цены на недвижимость во многих местах постоянно растут, имеет смысл инвестировать в недвижимость. Такой актив не только увеличивается в цене, но и приносит доход от аренды. Это может стать основой для комфортной жизни и, например, возможности посвятить себя изучению Торы. Каждый человек должен оценивать свои приоритеты. При выборе работы важно учитывать потребности семьи, время для духовного роста и общее равновесие в жизни. Работа с высокой зарплатой, которая полностью забирает все силы и время, может негативно сказаться на здоровье, отношениях и счастье. Иногда разумнее выбрать работу с меньшим доходом, но более сбалансированным графиком, чтобы оставалось время для себя, семьи и духовного развития. Рав Хаим из Воложина в книге «Руах Хаим» на Перкей Авот подчеркивает важность консультаций перед началом любого значимого дела. Перед тем, как открыть бизнес или принять важное решение, обратитесь за советом к опытным людям, старшим или экспертам в этой области. Даже если возможность кажется гарантированной, задайте себе вопрос: что я могу упустить? Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Почему не все уже воспользовались этой возможностью? Ищите совет у знающих людей, родителей или даже духовных наставников, а затем тщательно обдумайте все услышанное и принимайте окончательное решение. Скромность тоже играет важную роль. Как сказали наши мудрецы, мудр тот, кто учится у каждого. Каждый человек, которого вы встречаете, знает хотя бы одну вещь, которой вы не знаете. Слушайте, учитесь, даже если вы не всегда будете следовать советам. В бизнесе важно избегать влияния негативных черт, таких как гордость или жажда славы. Сосредоточьтесь на цели – заработать на жизнь честно и в соответствии с Торой. Это требует отложить эго в сторону и строить позитивные отношения с окружающими. Подумайте вот о чем. Стюарды и стюардессы проходят обучение, чтобы оставаться вежливыми и спокойными даже в сложных ситуациях. Почему? Потому что это часть их работы, и им платят за доброжелательное поведение. Если они могут быть такими ради зарплаты, почему бы нам не применять тот же принцип дома с нашими близкими? Если вы можете оставаться спокойным и вежливым с трудным клиентом, вы можете делать то же самое с супругом или детьми. Работая над самодисциплиной и положительными качествами, человек не только улучшает свое финансовое положение, но и становится лучше, совершенствуя свою личность. Теперь перейдем от практических действий к духовным принципам. Как достичь настоящего благословения, о котором сказал царь Шломо? Благословение Господне обогащает, излишние усилия и работа не всегда приводят к богатству. Многие люди работают днями и ночами, жертвуя своим здоровьем и счастьем, но при этом не достигают успеха. Ключ – это действовать в согласии с божественными принципами и полагаться на Божье благословение, чтобы направить ваши усилия. Есть люди, у которых, как говорят, золотые руки, все, за что они берутся, приносит успех и деньги. Но Гемара в конце трактата Кидушин учит нас, что нет такой профессии, которая гарантировала бы богатство, и нет профессии, которая не приносила бы доход. В каждой работе есть люди, которые разбогатели, и те, у кого ничего не получилось.
Все зависит от благословения Всевышнего. Мы видим это в жизни. Есть образованные, умные люди, живущие в бедности, и есть те, кто даже не умеет подписывать свое имя, но становятся богатыми, у них нет образования, но все, за что они берутся, удается, потому что они получают помощь с небес, они прикладывают минимальные усилия, а Бог дает им изобилие. Возникает вопрос, как достичь состояния, когда человек получает благословение Всевышнего. Каждая заповедь обладает особой силой, которая приносит конкретные блага, помимо награды в будущем мире. Некоторые заповеди, как учит Тора, особенно помогают в вопросах материального благополучия. Одна из таких заповедей – омовение рук перед едой хлеба и чтение Беркат Амазон, благословение после трапезы, после еды. Гемара объясняет, что вода, согласно Каббале, символизирует милосердие, изобилие и благословение. Один из мудрецов, Рава, сказал: «Когда я наполняю свои руки водой, Всевышний наполняет их благословением и достатком». Однако многие люди совершают омовение неправильно. Некоторые просто открывают кран и моют руки, другие знают, что нужно использовать сосуд, но льют воду слишком быстро. Правильный способ – взять сосуд, желательно многоразовый, но можно и одноразовый, если другого нет, наполнить его водой и начать лить на правую руку, используя левую. Левая рука символизирует строгость, а правая – милосердие, показывая, что строгость должна служить милосердию. Во время омовения важно поворачивать руку так, чтобы вода покрыла всю поверхность руки до запястья. Если нужно, закатайте рукава. После 3 раз на правую руку наполняют сосуд снова или используют оставшуюся воду и повторяют процесс для левой руки. Это отличается от утреннего омовения после сна, где вода поочередно льется на правую и левую руку 3 раза. Почему это делается утром? Потому что сон считается частичным состоянием смерти, а пробуждение символизирует воскрешение. Утреннее омовение очищает и освежает душу, улучшает сон и помогает избавиться от ночных кошмаров. Также чтение Шма и благословение Амапель перед сном способствует более спокойному отдыху. Родители могут помочь детям произнести Шма, даже если это будет только стих «Шма Исраэль, Адонай Элохейну Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Перед едой хлеба нужно омывать руки 3 подряд на каждую руку, а затем поднять их на уровень лица и произнести благословение. «Барух ата Адонай Элохейну, Мелех ха Олам, Ашер кидишану бемитсватав, Вецивану ал нетилат, Ядаим». После еды читается Беркат Амазон. Это заповедь Торы, основанная на стихе: «И будешь есть, и насытишься, и благословишь Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Второзаконие. Хотя Беркат Амазон может показаться длинным, это важнейшая заповедь. Если человек считает, что текст слишком длинный, он может остановиться на словах «рахаман», выполнив основную часть заповеди. Однако дополнительные молитвы в Беркат Амазон дают возможность попросить изобилия и благословений. Еще одна практика, связанная с финансовым благополучием, это уважение к 2 царицам в иудаизме – Шаббату, 7-му дню недели, и женщине, чья душа, согласно Каббале, связана с сферой Малхут, аспектом царства. Уважение к ним включает не только соблюдение Шаббата, но и тщательную подготовку к нему. Соблюдение Шаббата благословляет финансы, наполняя всю работу за неделю душой изобилия. Уважая Шаббат, человек вкладывает немного, но получает великое. Но соблюдение Шаббата – это не только его хранение, но и почитание. Почитать Шаббат значит надевать красивую одежду, как будто вы идете на торжественное мероприятие. Иногда в синагоге можно увидеть людей, которые приходят молиться в Шаббат, и это прекрасно, но они одеты в повседневную одежду, в шортах и футболке. Жаль. Если вы уже начали соблюдать Шаббат, даже частично, наденьте красивую одежду, как для праздника.
Это и есть почитание шаббата. Даже если человек живет на необитаемом острове и рядом никого нет, он все равно должен одеваться красиво на шаббат. Возможно, он спросит: «Для кого я наряжаюсь, если меня никто не видит?» Ответ: вы наряжаетесь не для кого-то, а в честь святого дня шаббата. Когда наступает шаббат, его называют «царица суббота». Именно поэтому в пятницу вечером после молитвы Минха в синагоге все поворачиваются лицом к западу. Обычно Арон Кодеш, святой шкаф для хранения Торы, направлен на восток, но это зависит от расположения относительно Иерусалима. Во всех странах мира Арон Кодеш ориентирует в сторону Израиля, в Израиле в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме в сторону Храмовой горы. Почему это важно? В Писании говорится: «И будут молиться тебе через свою землю». Когда мы молимся, наши слова, словно звуковые волны, устремляются к месту храма, а оттуда поднимаются к небесам. Яков Авину, увидев во сне лестницу, сказал, проснувшись: «Это дом Бога, это врата небес». Врата небес – это духовные ворота, и они находятся на месте храма. Если бы у нас были духовные глаза, мы бы увидели, как молитвы евреев со всего мира собираются у храма и поднимаются вверх. Также и все благословения и изобилия для мира спускаются с этого места и распределяются по всему миру. Когда храм стоял, этот процесс был еще более мощным. Храм был как огромный сосуд, проводящий божественное изобилие. С разрушением храма многое из того, что мы могли бы получить, утратилось. Гемара рассказывает, что царь Навуходоносор из Вавилона однажды потребовал, чтобы мудрецы Израиля рассказали ему, что он видел во сне, хотя он сам не мог вспомнить сон. Мудрецы ответили, что больше не могут знать такие тайны, потому что храм разрушен. Почитание шаббата это не только соблюдение его правил, но и создание праздничной атмосферы. Шаббатные трапезы должны быть более изысканными, чем будничные. Если в будние дни человек ест простую еду, например, омлет и салат, то в шаббат на столе должны быть мясо, рыба, изысканные блюда. Даже богатый человек, у которого каждый день праздник, должен сделать шаббат особенным, превосходящим его обычные дни. Для детей хорошо создавать ассоциацию, что шаббат – это сладость и радость. Например, можно выделить особые сладости или конфеты, которые даются только в шаббат. После зажигания свечей мать может благословить детей, помолиться за своего мужа и раздать каждому ребенку особый пакет со сладостями. Это помогает детям почувствовать радость и особенность шаббата. Уважение к жене также связано с благословением. Муж должен проявлять уважение к жене через добрые слова, похвалы и заботу. Гемара говорит: человек должен всегда быть осторожен, чтобы не причинять жене страданий, так как ее слезы легко льются, а боль от обиды близка. Избегайте обидных слов, относитесь к жене с уважением и добротой. Это также приносит благословение в дом, включая финансовое. Еще одно важное учение из Гемары касается силы молитвы в вопросах заработка. В древности люди молились перед тем, как засевать поля или собирать урожай. Сегодня, перед собеседованием, открытием бизнеса или даже по пути на работу, человек должен молиться, прося у Бога успеха и благословения. Важно также включать духовные намерения в такие молитвы, просить достаток не только для себя, но и чтобы помогать другим, поддерживать изучающих Тору, помогать бедным семьям и творить добрые дела. Когда человек включает духовные цели в свои материальные стремления, даже если по судьбе ему не полагается богатство, Бог может дать ему изобилие ради того, чтобы он использовал его для добра. Еще один важный момент, связанный с благословением в финансовых вопросах, это маасер, десятина, и благотворительность. Даже если человек зарабатывает немного, ему следует отдавать хоть что-то. В идеале нужно жертвовать 10% от чистого дохода. После вычета всех расходов на бизнес,
таких как транспорт, аренда, налоги и другие издержки, связанные с работой. От оставшейся чистой прибыли следует отдавать 10% на благотворительность. Если человеку трудно отдавать 10%, он должен жертвовать столько, сколько может. Любая сумма, пожертвованная на благотворительность, приносит благословение в доходах. Гемара также учит удивительному принципу. Когда человек дает деньги на благотворительность, это может уберечь его от финансовых потерь. Например, деньги, которые могли быть потрачены на аварии, ущерб или ремонт, вместо этого уходят на благотворительность, уменьшая вероятность таких расходов. Гемара в трактате Бава Батра объясняет этот принцип, так же как доходы человека предопределены на Рош Хашана, предопределены и его убытки. Гемара рассказывает историю о Раббан Йоханане бен Заккае, одном из великих мудрецов конца второго храма, и его племянниках, которые были богатыми торговцами. Раббан Йоханан бен Заккай увидел во сне, что его племянники потеряют 700 золотых монет в течение года. Не говоря им об этом прямо, он стал призывать их к щедрой благотворительности. Каждый раз он рассказывал им о нуждающихся, об учениках, изучающих Тору, о бедных семьях или важных общинных проектах. Они чувствовали ответственность перед своим дядей и жертвовали деньги. К концу года они пожертвовали почти всю сумму в 700 монет, кроме 17 монет. Накануне Йом-Кипура чиновники римской власти обвинили их в неуплате налогов и посадили в тюрьму. Чтобы освободить их, власти потребовали ровно 17 монет. Раббан Йоханан бен Заккай посетил их в тюрьме, успокоил их, заплатил требуемую сумму и добился их освобождения. Когда племянники спросили, как он узнал точную сумму, он рассказал им о своем сне. Они удивились и сказали: «Почему ты не сказал нам об этом раньше? Мы бы отдали все деньги на благотворительность, а не теряли их из-за властей». Раббан Йоханан ответил: «Если бы я сказал вам, вы бы жертвовали деньги неискренне только ради того, чтобы избежать потерь. А так вы давали деньги ради небес, не зная, что это спасет вас от убытков». Гемара делает важный вывод. Сумма, которую человек потеряет за год, предопределена. Мудрый человек направляет эти деньги на благотворительность, а не теряет их на авариях, ремонтах или других неожиданных расходах. Жертвуя деньги на благотворительность, он исполняет заповедь и избегает ненужных трудностей. Есть известная история о раввине Шахе, старейшине глав ешив в Израиле. Когда Менахем Бегин пришел к власти, завершив многолетнее господство левого лагеря, к Раву Шаху обратились представители ультраортодоксальных партий в Кнессете, чтобы защитить интересы религиозных учебных заведений. Они сказали ему: «До сих пор левый лагерь преследовал Тору и выделял минимальные средства ешивам». Бегин, однако, известен своей теплотой к иудаизму. Он часто говорит: «С Божьей помощью и благословен Бог, мы хотим воспользоваться этой возможностью. Вместо тех крошек, что ешивы получают сейчас, давайте попросим увеличить финансирование, например, с 5% до 10% от их расходов». Рав Шах ответил: «Почему только 10%? Я знаю, что единственное, что сохраняет еврейский народ и обеспечивает будущее поколение, это изучение Торы. Это истина, и все исследования и здравый смысл это подтверждают. В общинах, где не было ешив или колелей, даже религиозные группы со временем ассимилировались среди народов. Даже те, кто работает, нуждаются в колелях и ешивах в своем районе, чтобы раввины и мудрецы служили для них источником света и защиты от нежелательных путей». Когда Бегин услышал это, он удивил всех, сказав: «Почему только 10%? Я хочу, чтобы государство финансировало 100% расходов ешив, так же, как мы выделяем крупные суммы на студентов университетов. Ученик ешивы ничем не менее важен, чем студент истории или других дисциплин». Делегация была в восторге. Они поспешили в дом Рава Шаха, чтобы сообщить ему новость.
Новый премьер-министр согласился полностью покрыть расходы ешив, но Рав Шах остудил их энтузиазм и сказал: «Скажите ему нет. Пусть он ограничится тем, что вы изначально просили. Не просите большего». Они были шокированы. Рав Шах объяснил: «Сегодня Бегин премьер-министр, а завтра на его место придет кто-то другой. В данный момент главы ешив ездят за границу, чтобы собирать средства. Они встречаются с богатыми меценатами, преподают уроки Торы и укрепляют общины. Это полезно и для общин, и для ешив. Если государство полностью профинансирует ешивы, зарубежные доноры перестанут помогать. Когда новый премьер-министр сократит бюджеты, не останется тех, кто сможет помочь ешивам, и вся система рухнет. Лучше, чтобы государство давало меньше, чтобы весь Израиль продолжал участвовать в поддержке Торы». Бегин был шокирован, услышав просьбу сократить финансирование, но он согласился. История показала, что Рав Шах был прав. Впоследствии новые правительства резко сократили бюджеты ешив, что привело к финансовым кризисам. Одновременно с этим глобальные экономические кризисы, включая большой кризис в США, вызвали снижение пожертвований из-за границы. Ешивы оказались в тяжелом положении. Один за другим главы ешив приходили к Раву Шаху и спрашивали: «Стоит ли продолжать брать кредиты, чтобы поддерживать ешиву, или нужно закрыть ее? Мы уже задолжали сотни тысяч долларов. Что нам делать?» Рав Шах просил каждого из них предоставить детальный отчет о долгах и потребностях на следующий год. Хотя все знали, что у него нет денег, они приносили ему эту информацию. Собрав все данные, Рав Шах связался с богатым меценатом в Канаде по имени Рейхман. Он уже скончался. Рав сказал ему: «Мир Торы в опасности. Мне нужна твоя помощь». Рейхман спросил: «Сколько вы ожидаете от меня?» Рав Шах назвал общую сумму долгов всех ешив – $миллионы. Рейхман, который глубоко уважал Рава Шаха, ответил: «Раби, чек будет у вас через несколько дней». Он отправил чек на всю сумму, и Рав Шах распределил деньги между ешивами, стабилизировав их положение и вернув спокойствие. Рейхман оставил удивительное наследие. Говорят, что он оставил 2 завещания. Первое должно было быть открыто до похорон, второе – после. В первом завещании была только одна строка: «Я прошу похоронить меня в одном носке». Эта необычная просьба вызвала замешательство. Согласно еврейскому закону, умерших хоронят без обуви и носков. Похоронное общество проконсультировалось с ведущими раввинами, которые постановили, что даже такой уважаемый человек, как Рейхман, должен следовать закону и быть похоронен без носков. После похорон было открыто второе завещание. Оно начиналось словами: «Я хотел, чтобы вы поняли, в могилу ничего с собой не забирают, даже одного носка. Единственное, что человек уносит в мир грядущий, это Тора, заповеди и добрые дела. Я прошу моих детей продолжать давать милостыню и поддерживать Тору так, как это делал я». Его наследие благотворительности и поддержки изучения Торы продолжает вдохновлять. Пусть эта история будет благословением для народа Израиля, для солдат Израиля и для всех нас. Пусть Бог исполнит все наши добрые желания и дарует долгую благословенную жизнь.